Всем доброго времени суток. Сегодня рассмотрим настройку сенсы в папке New State. Я играю с гироскопом, Full Gyro. Зашел на полигон, тут маленько подальше уехал, чтобы никто не мешал. Сейчас будем смотреть. Чтобы настроить сенсу, не обязательно заходить в основные настройки. В левом верхнем углу есть такой прицельчик. Открываем его и смотрим. То есть у нас свободная камера от третьего лица и от первого лица. Дальше у нас идет камера и прицел. Здесь что у нас? От третьего лица общий, то есть это получается вот этот обзор. Можем ее сделать вот так. Соответственно, очень быстро. Ну и как-то вот так, грубо говоря. Дальше это то же самое от первого лица. Камера на плече от третьего лица. Это когда персонаж входит вот так в прицел. То есть кнопочка есть отдельная. То же самое от первого и от третьего лица. Дальше. Коллиматор гадюка. Так, где он у меня? Вот он. Здесь у нас получается верхний ползунок отвечает за движение вот это. Нижний ползунок за контроль при стрельбе. То есть, когда вы пальцем идете вниз при стрельбе. То же самое со всеми прицелами. На гироскопе нету отдельного. То есть на гироскопе только одна регулировка. В папку мобайле можно было регулировать как движение камеры, так и контроль стрельбы. Вот. Так. Гадюка. Х я особо не настраивал, я его оставляю на ДМР-ке. Поднастроить немножко, но его в основном... Что еще по чувствительности? В принципе, тут ничего сложного, в общем-то. Тут настраивается каждый под себя. Я, например, когда настраивал, я делал шаг, примерно плюс 10 единиц. То есть, примерно ставил ближе к максимальной чувствительности. И затем уже уменьшал до того значения, которое мне комфортно. По ДМР-кам. Здесь на дальние расстояния лучше использовать ДМР-ки, чем зажим. Есть такая фишка в настройках. Так. Управление. Режим огня одиночными или короткими очередями. Что это значит? То есть, вы вошли в прицел, допустим, нажали на кнопку выстрел и держите ее. Как видите, у нас ДМР-ка стреляет через, грубо говоря, через определенный промежуток времени. Ее не надо постоянно тапать, что очень удобно. Особенно, когда работаете на дальней дистанции по бегущему человеку. Очень хорошая фишка. Вот в мобайле такого нету, а здесь классно.
И она работает на любом телефоне. Не связывается. То же самое, кстати, я не проверял, не знаю. Я думаю, что и здесь на одиночках, по идее, должна работать. Ну-ка, сейчас проверим. На эрках. Да. На эрках это тоже работает. Кстати, кто не знает, как переключить режим стрельбы с одиночных на очереди, здесь на оружии есть такой значок, где патроны, вот это. Берете просто и перещелкиваете. Удерживаете и перещелкиваете вверх. Ну вот, в общем, как-то так.